Как бы вы себя чувствовали, если бы знали, что у вас есть все время в мире с момента возникновения Вселенной и до конца вечности? И если бы в этом гармоничном состоянии вы могли наблюдать все события, которые уже произошли, происходят и будут происходить? Бесконечность постоянно проявляющихся возможностей, как короли времени. Если представить прошлое, настоящее и будущее как череду событий в линейной последовательности, над которой мы обладаем абсолютной властью, то мы сможем спокойно выбирать, в какую временную шкалу отправиться, какое место или историческое событие посетить, каких людей встретить, а каких избегать, с какой реальностью столкнуться, зная, чего ожидать в каждый момент. Ну, а при таком порядке мыслей для нас все будет выглядеть точно так же, как если бы ничего и никогда не менялось. Реальность, в каком бы настоящем, прошлом или будущем моменте мы не находились. Например, мы находимся, остается такой, какой она была всегда. Только подумайте, как много нового вы можете узнать из всего этого. Но так ли это на самом деле? Неужели наша жизнь, каждый момент, каждое событие, которое мы переживаем и переживаем прямо сейчас, предопределены какими-то высшими силами? И нет, не существует возможности пережить что-то по-другому, изменить это, даже если мы просто посмотрим на это другими глазами, под другим углом. Если это так, то, очевидно, мы ни над чем не властны. Но даже для меня, если учесть, что мы можем и вполне способны влиять на реальность одним лишь своим присутствием, то, возможно, есть доказательство того, что даже если мы находимся в роли спонтанного наблюдателя, как таковые мы несем изменения, мы являемся катализатором. Мы, дорогие друзья, несем перемены. Перемены возможны. Эффект, способный перевернуть целые миры. Эффект, который мы будем исследовать в новом эпизоде «Скрытой реальности». Приглашаем вас к нам в гости. Реальная симуляция или квантовая реальность? Что же такое реальность? Что реально, а что нет? Как мы можем сказать об этом? Как мы можем доказать, что что-то есть здесь или что что-то есть там? Может быть, протянув руку и прикоснувшись к нему, попробовав его на вкус или почувствовав его запах, или даже просто взглянув на него и глядя на него сказать «это есть, я уверен, что оно там». Но разве это не вопрос перспективы? Давайте представим, что в хороший солнечный день мы сидим за чашечкой кофе и, наслаждаясь общением с самим собой, наблюдаем за большими группами людей, постоянно проходящих мимо и вокруг нас. Если бы хоть часть из них знала, что за ними наблюдают, они должны были бы начать вести себя не так, как обычно. В то время как для тех, кто об этом не подозревает, мы остаемся незамеченными, а их состояние остается в прежнем состоянии. Однако, сколько бы мы ни наблюдали за толпой людей, кажется, что в реальности ничего существенного не меняется как для нас, так и для них. На самом деле, глядя на любой объект в окружающем нас мире, мы остаемся в убеждении, что он, этот конкретный объект, остается тем же самым, независимо от того, где мы находимся, когда мы его наблюдаем или как мы его наблюдаем. Таким образом, утверждение о том, что время и способ наблюдения за объектами меняют их внешний вид или свойства, возможно, звучит парадоксально. Можно даже сказать, что в нашей повседневной жизни оно звучит абсурдно. Является ли это доказательством того, что мы живем в симулированной реальности, где все неизменно и одинаково? Это вопрос, на который и по сей день многие ученые и философы не могут дать исчерпывающего ответа. Если они не могут, сможем ли мы? Похожая идея обыгрывается в фильме «Матрица», где в далеком постапокалиптическом будущем все люди порабощены передовыми машинами, контролирующими их сознание, в то время как они переживают общую виртуальную реальность. Согласно этой линии мысли, их общий опыт будет контролироваться машинами, наблюдающими за ними.
Для них жизнь и все объекты в этой виртуальной среде будут казаться неподвижными, неподверженными изменениям. Но если бы эти люди знали, что за ними наблюдают, осталась бы их реальность прежней. Я относил этот пример к нашей реальности, но, похоже, это относится и к нам. Наблюдают ли за нами, и если да, то кто в этом виноват? Я оставляю этот мысленный пример на ваше усмотрение. Добро пожаловать в реальный мир. Одним из способов проверки этой гипотезы является поиск проблем или аномалий в ткани времени и самой реальности, которые могли бы раскрыть цифровую природу окружающего нас мира и Вселенной. Все вокруг нас — это нули и единицы, двоичный код. Существует отрасль науки, которая занимается изучением поведения реальности в самых древних масштабах, и это квантовая механика, которая объясняет эффект наблюдателя, гласящий, что акт наблюдения за объектом влияет на его поведение или в эксперименте на его конечный результат. Другими словами, становится ясно, что реальность не фиксирована, пока мы не измерим ее своими глазами. Подобно эффекту бабочки, когда каждое небольшое действие может способствовать иному проявлению реальности, квантовая запутанность, в свою очередь, представляет собой явление, когда группа частиц, соприкасавшихся друг с другом, сохраняет связь между собой на бесконечно больших расстояниях. То есть, когда на одну из частиц оказывается какое-то воздействие, например, наблюдение, соответствующее изменение наблюдается и в других частицах. Значит ли это, что, глядя на меня сейчас, вы влияете на меня и изменяете меня, даже если не осознаете этого? Даже если я не вижу вас в точности? Конечно же, да. И тот факт, что вы это делаете, меняет реальность как для вас, так и для меня. Отражение отражений мы создаем. И как наблюдатели, как некоторые экспериментаторы, мы не совсем точно доказали этот эффект, что мы глубоко взаимосвязаны с невидимыми квантовыми нитями. Давайте вспомним эксперимент английского ученого Томаса Янга с двойной щелью, впервые проведенный в 1803 году, с помощью которого ученый хотел продемонстрировать в качестве подтверждения, что свет — это волна, а не просто поток частиц, фотонов. В этом эксперименте эффект наблюдателя сработал бы в следующем случае. Если наблюдателя нет, электроны, проходящие через две щели, ведут себя как волны. Однако, когда появляется наблюдатель и пытается определить, через какую из щелей прошли электроны, они начинают вести себя как частицы. Вопрос о том, как электрон узнает, что за ним наблюдают, по изменению своего поведения, кажется абсурдным, но с точки зрения квантовой механики элементарные частицы настолько микроскопичны, что практически любые измерительные приборы неизбежно влияют на них и их так называемое поведение. Чтобы наблюдать за электроном, необходимо осветить его, то есть направить на него поток света, фотонов. Это наименьшее влияние, которое можно оказать на данный электрон. Фотоны взаимодействуют с ним и неизбежно изменяют его характеристики. Чем точнее измерение, тем сильнее будет изменение электрона. Изменения происходят благодаря именно такой силе воздействия. Вот почему электроны начинают вести себя по-другому во время наблюдения. Такое же поведение наблюдается и у других элементарных частиц. Акт наблюдения, выбор, фокусировка буквально обрушивают волновую функцию электронов и заставляют их выбирать одно из двух состояний. Эффект наблюдателя, помимо влияния на элементарные частицы, заставляет нас задуматься о природе реальности и о том, может ли она существовать независимо от наших наблюдений. Если это невозможно, то кто или что определяет это как реальность? В этом русле также неплохо спросить, существуют ли более высокие уровни наблюдения, чем наш собственный, которые, в свою очередь, определяют результаты наших экспериментов по наблюдению.
И если да, значит ли это, что мы действительно живем в крупномасштабной симуляции? Сам факт того, что мы здесь наблюдаем за реальностью, мы измеряем ее, мы изменяем состояние каждого объекта на квантовом уровне. В качестве примера можно привести чувства, которые мы испытываем, и эмоции, которые мы выражаем по отношению к человеку. В своей основе они представляют собой энергию. Чем больше энергии, любви и сострадания мы чувствуем, направляем и излучаем, конечно же, по отношению к кому-то, чем больше мы сопереживаем и преданы этому человеку, тем интенсивнее он будет реагировать. Пострадавший не только почувствует и ответит на наши ласки, намерения и поведение, но, что еще важнее, мы повлияем на него, и он изменится, изменит свою энергию бытия, иногда ненадолго, иногда надолго, или на всю жизнь. Теперь этот человек будет жить в новой реальности. Похоже, что окружающая нас реальность – это запутанный квантовый суп, собрание энергетических полей и вакуумных флуктуаций каждого из нас и всего, что нас окружает, устроенное таким образом, что мы никак не можем предотвратить свое влияние на него и окружающие нас объекты. В ожидании нас этот квантовый суп ждет, когда мы сделаем выбор. Ожидание. Нас с нашей ложкой, чтобы зачерпнуть и попробовать на вкус. На уровне микрокосма каждое наше наблюдение или измерение полностью меняет всю квантовую систему. Как следствие, если мы соединим открытие квантовой физики и то, как ученые выражают себя, и то, что они открывают, с древними учениями Гермеса, с хрематическими принципами, с узуальными принципами жизни, мы обнаружим, что то, что выше, находится внизу. Библия находится как на небе, так и на земле, но то, что внизу, находится вверху. Как в энергетическом мире, так и в физическом. Как в микрокосме, так и в макрокосме. Где же мы находимся, спросите вы? Конечно же, в обоих. Мы сами являемся обеими полярностями, и мы можем видеть их проявления, мы можем видеть их выражения, мы можем найти себя в каждой детали вокруг нас. Почему? Потому что мы сами их создаем. Стремление любого действия мысли, намерения проявляется одновременно с его полярностью, и только фокус, выбор определяет природу результата. Если фокуса нет, все остается возможным. Давно я не говорил о 8-м принципе, а ведь он является точкой опоры. Тот принцип, который объединяет все остальные 7 и известен как закон, который не знают. Почему он известен как закон, который не знают? Да потому что мы не можем практически узнать его, пока не испытаем на себе. Что бы мы ни задумали. Как только мы начинаем думать об этом, стремиться к этому, проявляется полярность не делать этого, сдаться, сопротивляться, сомнения. Мы собираемся смонтировать видео, мы собираемся что-то исследовать, искать работу в интернете. Падает бушон, вырубает наш интернет. Мы звоним поставщикам, они говорят, что сегодня в отпуске и не смогут починить. Это проверка нас самих, готовы ли мы и дальше следовать выбранному пути. И выборы, какие мы действительно готовы сделать, и завернуться в материальную оболочку, потому что они уже существуют в виде битов информации в пространстве. Самым большим прорывом в физике, который мы знаем на сегодняшний день, стало открытие того, что пустое пространство, независимо от того, куда мы хотим посмотреть, на самом деле не является абсолютно пустым. Напротив, все пространство вокруг нас, даже в космосе, заполнено энергетическими полями, или, говоря по-другому, полями. Эти поля являются неотъемлемой частью самого пространства, реальности. Другими словами, квантовые поля – это одна из тех вещей, которые что-то создают, мерцают, а человеческий разум переводит их в более удобную для него форму, которой он может воспользоваться. Каждому полю соответствует свой вид частиц. Раздел физики, занимающийся квантовой теорией поля, изучает поведение квантовых систем с бесчисленным множеством степеней свободы, а также поведение микрочастиц, их взаимодействие и превращение в материи.
Именно благодаря взаимодействию элементарных частиц в этих полях возникают колебания, которые сегодня мы привыкли определять как энергию. Но что такое энергия? Способность системы изменяться. Мы все говорим об энергии. Повсюду в этих кругах вы увидите, как все говорят о Вселенной и энергии. Но как часто мы задумываемся о том, что же на самом деле означает сама энергия. Мы говорим «жизнь», «сила созидания», «стремление к совершенству», то, что движет миром и жизнью. Но что такое сама энергия? Способность системы меняться в этой плоскости мыслей и в этом порядке. Останавливаемся ли мы когда-нибудь, чтобы измениться? Возможно ли для нас оставаться прежними? Возможно ли не меняться? В 1948 году голландский ученый Хендрик Казимир предсказал существование сил притяжения между элементарными частицами. Чтобы убедиться в правильности своей догадки, ученый провел пипипактиксе-эксипекмент, который впоследствии получил его имя – эффект Казимира. Он наблюдал этот эффект в условиях вакуума, поместив две металлические пластины на очень маленькое расстояние друг от друга, несколько нанометров, и ожидая, что произойдет. Во время эксперимента не действуют никакие внешние силы, никаких толчков, притяжений или присутствия гравитации. Из-за микроскопических расстояний два объекта начали сближаться друг с другом. После этого эксперимента ученый обнаружил, что физический вакуум не является абсолютно пустым, как считалось ранее. В нем постоянно образуются частицы, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. Причина этого – неисчерпаемый источник энергии, вибрации, который находится в самом вакууме, то есть в ткани, ядре реальности. Это исследование показывает, что квантовые явления, такие как эффект Казимира, могут проявляться в жизни каждого из нас поистине удивительным образом. Более того, оно подтверждает, что квантовый уровень реальности, даже если его нельзя виртуально увидеть или потрогать, существует. Он существует. Один из уроков квантового мира заключается в том, что частицы, такие как электроны, фотоны, нейтроны и другие, на самом деле не являются тем, чем мы их считаем. Напротив, каждая из частиц, которые мы видим в природе, на самом деле является лишь частью гораздо более крупной и масштабной сущности. Эти более крупные сущности известны как квантовые поля. Поля пронизывают каждую частицу пространства и времени во Вселенной так же, как сливочное и оливковое масло пронизывают кусок хлеба. Оказывается, не существует такого понятия, как абсолютный вакуум, то есть пустое пространство. Кажется, куда бы мы ни отправились, как бы далеко ни ушли, вокруг нас всегда будут вибрирующие квантовые поля. Если, скажем, взять коробку и вынуть из нее всю материю, вплоть до мельчайших частиц, коробка все равно будет заполнена ими. Напротив, он не будет пустым, а поскольку эти поля всегда вибрируют, даже если они изолированы, это означает, что ящик наполнен невидимой энергией. Энергией, известной также как энергия нулевой точки. Многие ученые экспериментально доказали, что нулевая энергия вполне реальна, но поскольку это самая слабая, самая низкая энергия, существующая в реальности, ее невозможно удалить. Она существует практически вокруг нас, во всей Вселенной. Другими словами, это энергия источника. Еще один знаменитый эксперимент, изучающий ткань реальности – кот Шрёдингера, который всегда интриговал многих исследователей. Мыслительный эксперимент с котом был предложен в 1935 году австрийским физиком и теоретиком Эрвином Шрёдингером, который стремился доказать, что даже квантовая механика является неполной и не полностью описывает структуру реальности. В данном случае эксперимент выглядит так. Кошку запирают в стальной ящик вместе со смертоносным механизмом, который активируется при распаде находящегося в нем радиоактивного атома. Если бы атом распался в течение часа, то механизм сработал бы, и кот умрет. Но с другой стороны, существует некоторая, пусть небольшая,
но вероятность того, что через час атом не распадется, и тогда код останется жив. Фактически из этого теста следует вывод, что мы сами, как наблюдатели, решаем, ребята, решаем, жив код Шрёдингера или мертв, только тогда, когда открываем кутикулу. И здесь есть очень красивый подтекст. Только когда мы открываем КАТИ, только в присутствии действия, только когда действие совершается, мы можем быть сознательными творцами реальности, сознательными искателями и строить реальности. До сих пор кошка, подобно радиоактивному атому, существует в обоих состояниях одновременно. Она и жива, и мертва одновременно. Отсюда вывод, и если вы слышали знакомую фразу «мы умираем и рождаемся каждую минуту». Здесь почему? На первый взгляд это звучит довольно нелепо и парадоксально, но в квантовой механике это обычное явление, когда физическая система находится в нескольких квантовых состояниях одновременно. Такие состояния называются и известны как суперпозиции. То есть в отсутствие наблюдателя кот, покорно сидящий в кошачьем туалете, находится в суперпозиции состояний живого и мертвого, точно так же, как электрон из описанного выше эксперимента с двумя щелями может проходить через них одновременно. Но если в дело вмешивается наблюдатель и физически воздействует на систему, то кошка или электрон перейдут в одно конкретное состояние. Таким образом, на микроуровне сам факт вмешательства, выбора, я подчеркиваю, выбора, заставляет объект выбрать то или иное состояние. Суперпозиция – это фундаментальный принцип квантовой механики, который позволяет квантовым системам существовать в нескольких состояниях одновременно. Парадокс Шрёдингера наглядно демонстрирует, насколько странным и нелогичным может быть это явление, если применить его к объекту в нашей повседневной жизни. Из него ясно, что при определенном наблюдении суперпозиция разрушается, и система принимает только одно из бесчисленных возможных состояний в реальности. В случае с котом Шрёдингера, когда мы открываем коробку, он либо жив, либо мертв, но это не происходит одновременно. Аналогичные случаи мы можем наблюдать и с тканью реальности. Возьмем для примера временные линии. Что такое время? Существует ли оно на самом деле? Или это просто плод человеческого воображения? Интерпретация нашего мозга, которая позволяет нам, сторонним наблюдателям, объяснить цикличность фундаментальных явлений, таких как вращение Земли вокруг своей оси, вызывающее эффект дня и ночи. Или опять же смена времен года, а также рост и развитие биологических организмов. С точки зрения квантовой механики, в ткани реальности время находится в суперпозиции, то есть существует бесчисленное множество возможных версий реальности, бесчисленное множество прошлых, настоящих и будущих, которые проявлялись, проявляются сейчас и будут проявляться. Но для нас, для меня и для вас может существовать и существует только одно время, то время, в котором мы выбираем быть. Та реальность, на которой мы наиболее сосредоточены. Отсюда фраза «человек сам выбирает свою реальность, выбирая переживать определенные состояния». В этом ключе, с точки зрения суперпозиции, для нас, наблюдателей нашей собственной реальности, существует только один неинвариант. Тогда возникает вопрос, можем ли мы называть ее дуальной? И если ответ положительный, как знать, какую из этих двух дуальностей выбрать? Какая из них наиболее приемлема для нас? Разве не мы взаимодействуем с ней, наделяя ее действием и притягивая то, что мы думаем, через призму наших собственных утверждений и наблюдений? Как энергии, имеющие подобную квантовую структуру мысли, также влияют на нас. Причем влияние это столь же сильно, как и само наблюдение. Именно мысли и наши действия определяют нашу жизнь, нашу реальность. Неважно, выбираем ли мы скрывать это или открытую. Смысл жизни как раз и заключается в том, чтобы создавать реальность, исследовать ее, наблюдать за тем, какую задачу мы для себя выбрали, и переживать ее, внося изменения благодаря собственной уникальности.
и наш выбор в каждый момент времени, который отличаются друг от друга, помимо того, что они уникальны, также необычайно прекрасны, потому что они дают сигналы к источнику этого конкретного невежества, этого конкретного ограничения. Какой путь он выберет и что произойдет дальше, для источника остается неясным. Ведь даже зная все, остается, что я не знаю, что такое не знать. Что это за незнание? Так мы становимся сознательными творцами с безграничными возможностями. Мы должны напоминать себе, что все переживания реальности являются следствием наших мыслей и действий. Кроме того, необходимо выбрать направление движения, направление наружу или направление внутрь. С этой точки зрения мы имеем доступ к неограниченному потенциалу всей Вселенной, что является живым доказательством того, что наши мысли, наши наблюдения и мы сами определяем целое. Мы — это все то, что мы описываем как реальность. Именно мы сами влияем на все, что мы хотели бы видеть, и, возможно, будет реализованным миром. Даже если вначале все начинается как иллюзорный мир, в основе всего этого лежит эффект наблюдателя, и мы сами являемся наблюдателями своей собственной жизни. Если мы осознаем, что на самом деле влияем на всех и вся, то случайное или нечаянное приветствие соседа, отсутствие интернета сегодня или легкий изгиб лодыжки завтра перестанут быть случайными событиями. Они будут подмигивать нам, чтобы мы исправили что-то в себе. Что у нас есть возможность стать лучшими искателями и исследователями. И там есть что-то более глубокое, скрытое от нас, ждущее, когда мы откроем его, как в эксперименте с ящиком из кота Шрёдингера, как ящик Пандоры, готовые увидеть свой собственный сюрприз, поданный на тарелке. Поклон и спасибо за то, что вы снова с нами и в этой части с этим эффектом. На этом мы завершаем наш фильм и серию эффектов. Мы рассмотрели эффект Манделы, эффект Махариши, эффект бабочки, а сегодня мы завершаем серию эффектом наблюдателя. Спасибо, что следили за этими эффектами весь месяц, и я надеюсь, что этот набор из них останется с вами как еще одно напоминание о наших собственных возможностях, о том, куда мы можем двигаться и движемся, осознаем мы это или нет, и о том, каковы наши истинные устремления, когда мы осознаем все это. Спасибо. Предлагайте темы для будущих выпусков, как всегда, ниже в описании. Это огромное удовольствие, правда. Спасибо вам за то, что воплотили мои мечты в жизнь, и спасибо всем, кто вы возвращаетесь к нам, и у нас есть возможность постоянно совершенствовать то, что мы делаем, чтобы снова сделать это лучше для всех вас, и таким образом вместе создать действительно более вдохновляющий, более благородный, более замечательный и более красивый мир. За меня часто.